Це історія про нову українську популярну музику. Почему хиты здесь стреляют? Это просто частушка. То есть это какая-то повторяемость постоянно фраз. Это работает. У них есть, по-моему, вот любимая структура композиции, где есть А, Б, С, Б, Б. То есть припев, куплет, проигрыш, припев. Одну повторяющуюся часть в виде сэмпла растянул на 3 минуты, напел на нее что-то в демочный микрофон, выпустил. Обязательно должен был быть в песне рингтон. Если кто-то ставит его на рингтон, значит песня популярная. Вот это и есть формула хита. Плюс ты вкидываешь бабки, и все, и тогда это прям потенциальный хит. Дешеве музло. Воно пахне дешевым. Музыка есть для наркоманов и алкоголиков, для мальчиков и девочек. Все. Другой музыки нету. У нас же есть либо «Эй, цепь на мне, сука, лаве», «Сотни сук хотят ко мне», либо «Шлепали шлепки». Фастфудовая музыка пользуется очень большой популярностью. Всем нравится. Сейчас еще напишу 5 альбомов про это. Слюни у всех потекут. Ах, классно. Очень интересная культура в целом. Чему ж так зори запалали? Потому что мы видим свет умерших планет. Мы тут ради тупых тоже прикинемся тупыми. Ну что ты можешь сделать? Ну нравится людям. Тут міг би бути кінець цієї історії. Кінець історії про попсу, яка просто заробляє гроші, продаючи нам частушки у яскравій обгорці. Але у якийсь момент шоу-бізнес перестав йти звичним шляхом. І популярна музика рушила в помітно іншому напрямку. Потому что поколения растут и начинают показывать свое видение. Поп мав статись, тому що він пищав. Вот есть люди, которые делают искусство, потому что ничего другого делать не могут. Есть такие люди. Любой сегодняшний мейнстрим, он вчера был каким-то одним из видов инди. Парадокс, не правда ли, да? Ну, есть классический метод, он называется песня. Надо было написать классную песню. Без вот этой агонии. Типа, деньги, альбомы, концерты. У тебя должен быть настрой творить честно и не стесняться, собственно, всего этого. И таким людям надо помогать, таким талантам настоящим. Самородкам, которые сами пробились. Просто произошел момент, когда молодые музыканты не начали охоту за хитами, а начали бороться за качество музыки Made in Ukraine. Українську поп-музику сьогодні не можна назвати примітивною. Музиканти все більше експериментують зі звучанням та музичними жанрами – електро, хіп-хопом, хаусом, нью-диско, фольком. І при цьому їх слухають маси. Зараз український поп – це Монатік і Іван Дорн, Макс Барських і The Hardkeys, Альона і Один в каное. Сьогодні майже до кожного стилю музики можна додати частинку поп. Адже вся ця дивна і ще вчора неформатна музика сьогодні збирає великі зали і навіть стадіони. Здравствуй, Олімпійський! Але як так сталося? І коли в Україні стався перший музичний спалах? Як тебе не любити, Києве мій. Казати, що в Радянському Союзі не було взагалі нічого цікавого і якісного, я би не став. Проблема для України була в тому, що вся ця прогресивна поп-культура, вона відбувалась в Москві. Це було свідомо, виглядало все так. На периферії має бути така лубочна, чи, як ми кажемо, шароварна культура, яка дуже примітивно показує, знаєте, схематично в примітивних тонах показує всю багатогранність народів Радянського Союзу. А в центрі контрольована ковток свіжого повітря. Фактично, українським митцям, в тому числі музикантам, залишали два вибори. Або відсутність фінансування, постійне пригнічення творчої свободи, але залишатися в себе вдома. Або хочеш хоч трошки розвиватися, їдеш в Росію, в Москву і асимілюєшся там.
абсолютно більшість, 90% талановитих митців рано чи пізно вибирали другий. Однак українська поп-музика і взагалі поп-культура все одно почала пробиватися, знаєте, як трава через асфальт. І от вся ця пісенна творчість, яка почала виростати, мабуть, з української ще міської пісні 20-30-х років, яка з'явилася в 60-х через Черемшину, а потім, чи там Києве мій, а потім дуже потужно через феномен Володимира Івасюка, вона просто так не пройшла. Для мене особисто постать Івасюка була, я би сказав, визначальною. Тобто для мене, для людини, яка виростала абсолютно в західній культурі, для мене постать Івасюка – це було щось окреме. Я зрозумів тоді, що українські мелодії сучасні можуть бути цікавими, можуть бути небанальними, можуть бути такими, що лягають на вухо. Червону руду не шукай вечорами. Я думаю, що якби не Івасюк і не все, що сталося з всплеском його, всплеск, який призвів до появи такого поняття, як україномовна популярна пісня, то, безумовно, Україні було б набагато тяжче. 22 травня 1979 року. Львів, Українська РСР. Похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі вилився у масову акцію протесту. Офіційна версія – самогубство через психічний розлад, неофіційна – вбивство агентами КДБ за націоналістичну позицію та популяризацію української мови та пісні. На похорон прийшли більше 10 тисяч львів'ян. Труну несли на руках до самого цвинтаря. У Львові частково перекрили рух. На могилу принесли гори квітів і вінків, які міліція виконала в цей же день. А наступного люди принесли їх іще більше. Якщо одним із перших спалахів в історії української популярної пісні була творчість Володимира Івасюка, то наступним великим спалахом, безумовно, став фестиваль, названий на честь його найвідомішої пісні – 1989 рік. Чернівці – перша червона рута, що проходила під наглядом КДБ, міліції та компартії. Червона рута для мене це не той фестиваль, на якому ми виступали. Для мене Червона рута – це фестиваль 89-го року в Чернівцях. У мене з ним зв'язані позитивні і негативні емоції. Позитивні, тому що він відбувся. І я там вперше побачив наживо братів Гадюкіних, Василя Жданкіна, який, до речі, гімн України тоді вже там заспівав вперше. Негативний тільки тому, що мене не пустили батьки туди поїхати, бо деякі мої однокласники туди поїхали поїздом, і я дуже їм заздрив. Тобто це був той фестиваль «Червона рута», від якого мурашки йшли по шкірі. 50 вокально-інструментальних ансамблів, 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів і близько 50 бардів. Уже на першому фестивалі виступали брати Гадюкіни і Ірина Білик, яких слухатимуть ще багато-багато років по тому. Ірина Білик. Через 2 роки після першої «Червоної рути» Україна стала незалежною. Дехто казав, що фестиваль ніби передбачав це, а хтось взагалі був переконаний, що саме він і наблизив незалежність. Розпочалась нова історія незалежної країни, а разом з нею і нова історія популярної музики. Какая-то часть рынка была оккупирована мощным наследием прошлого. Какие-то филармонические эстрадные коллективы, исполнители, всякие Ивы Бобулы, Зебровы. В массовой поп-музыке мастодонтами начала 2000-х являлись, понятно, такие артисты, как там Ирина Билык, Ани Лорак, Пономарев, Витя Павлик. Я считаю, что индустрии как таковой шоу-бизнеса не существовало после развала Советского Союза. 3 всего телевизионных канала, 1,5 звезды. И очень долго держалась одна и та же пятерка приблизительно. Это Ира Билык, это Саша Пономарев, это группа «Океан Эльзы», это «Ваш покорный слуга», и это Тая Повали. Ирина Билык существовала в моем представлении. Классные песни. Они были и попсовые, и какие-то, не знаю, искренние достаточно. И это было откровенно. Пам'ятаєш, як сильну зливу, я була як ніхто щаслива. Мы продали 400 тысяч
кассет Ирины Билык «Фарбы». То есть вот этот этап был кульминация. Ирина Билык тур, где стадионы, дворцы спорта, вот это все. И тогда у нас вышел уже альбом «The Best of» 98 года. Вот. И это, собственно, был такой пиковый год 97-98. Но Ирина Билык на тот момент это был уровень невероятный, невообразимый. Именно 97 года. Навіщо привід, на зустріч надходжу, це все називається, більше не можу, так просто. И, разумеется, безусловно, в Украине была сильная часть, связанная с рок-музыкой. Это, безусловно, и ВВ, Океаны, Скрябин, ТНМК, Артак. Я помню, «Танок» очень сильно повлияли. Я лежал в больнице, боже, тогда ложили в больницу, мне был первый раз, я сломал нос. Я помню, как я все время мотал карандашом, вот этот момент, меня тогда безумно зацепила песня «Гілля». «Гілля, царапає вікна, у вікнах пусто, навколо пусто, на дворі Зусман, нікого немає, нічого немає, та окрім синьої темряви мені хватає». Я эту песню просто, она прошла, я перемотал заново. Гілля, царапає вікна, у вікнах пусто, навколо пусто, на дворі Зусман, нікого немає, нічого немає, да окрім синій темряви мені хватає, так. В Украине на тот момент для меня, было две группы, наверное, которые достигли каких-то невероятных высот. Это ВВ и Океан Эльзы. Это был классный кейс, я понимал, что здесь все может быть, но все эти два героя, они существовали как бы вне шоу-бизнеса. Они были инди-сценой, которая в тот момент реализовала рок-проекты на том уровне, на котором шоу-бизнес хотел бы быть реализован. У Львові створилась дуже потужна нова рок-тусовка. В кінці 80-х з'явилася така течія інтелектуальної рок-музики. Реальні люди, які виходять на сцену, як, не знаю, Донован чи як Саймон і Гарфанкел, і співають про серйозні речі українською мовою. Між 88-м і, мабуть, 95-м роком те, що відбувалося у Львові, це, я не знаю, з чим це порівняти. Можливо, в українських масштабах тим, що відбувалося в той самий час у умовному Сіетлі в Америці, коли там створив гранж. Ти не міг просто пройти осторонь, тому що все навколо кричало. У Львові відбувається щось нове, неймовірне. А ти, позич мені сонце, моє віконце, а ти, позич мені сонце, моє віконце, То есть они это сделали вообще вот по-своему, так как они это сами себе представили, и в большой степени сыграл их успех на других территориях, в частности, в бывшем постсоветском пространстве, сыграл им на руку здесь, потому что люди поняли, что вау, точно, мы что-то такое сделали, от чего взрываются еще и другие страны. А тот шоу-бизнес, который хотел себя называть шоу-бизнесом, я помню вот так вот фрагментами. Помню там территорию А. Боже, даже вот все повылетало, потому что оно не оставило никакого следа вот в виде песни, которую можно вспомнить, в виде какого-то там, образа. І ті речі, які мене страшно дратували в 90-х роках як молодого музиканта, сьогодні я вважаю, що без них українська культура б не існувала. Наприклад, територія А. Тобто тоді здавалося, боже мій, це ж, як же це можна дивитись і слухати? Але я хочу віддати їм належне, вони створили попит на україномовну культуру, поп-культуру. І через всі ці, я би сказав, примітивні і не дуже якісно зроблені речі, ми поступово прийшли до іншого. В 90-х були експерименти. Знову ж таки. Ми тільки стали незалежною державою, всі рванули, всім захотілося щось нове робити, багато нових якихось стилів з'явилося, проявилося. Та ж територія А, я ще тоді була шпіндалеткою, але бачила, цікавлюсь зараз. Клас. До этого никого вообще не было, по-моему. Вообще была какая-то советская эстрада еще, это переходной момент. И потом территория А, которая дала новый глоток украинской музыки. Появился Юрко Юрченко, Аквавита, Астрая, Карина Плай, в Художественном музыке, ТНМК, Скрябин, Могилевская. Это все как-то
Хит-парад из 3 песен крутили по ICTV, все смотрели, не было ни хера. Ничего не было. Серая улица, бандитские разборки, информации ноль. Это сейчас часы, экран, телефон, экран. Тогда не было ни хера. Была одна единственная территория А. Она начала собирать и компоновать вообще, в принципе, восприятие нового украинского молодого поколения. Появился фестиваль, дай бог ему здоровья, Таврийские игры, и после него Черноморские игры. И я даже не знал, что такое Грэмми. Я знал, что есть золотое перо Таврийских игр, и я мечтал там оказаться и получить это золотое перо. Запомнил, что была, конечно же, группа Hit is Minus ZT, которая, наверное, во многом помогла нам, Саше Стёганов, с которым мы дружим, который, наверное, мне кажется, был каким-то творческим наставником даже для Потапа. Вот. Группа Hit is Minus ZT, да я фанатом был этой группы. Я был фанатом этой группы. Чтобы я попал в нее, это для меня было вообще dream come true. Вот у меня уже были альбомы, там, энный альбом на кассете. Вот я им дал эту кассету, я сам их печатал, эти кассеты, сам переписывал, сам записывал, сам распространял и всем дарил кассету. Послушайте. Хотелось поделиться творчеством. Послушайте. Штольня. Спочатку було дуже весело і прикольно, а потім стало темно, страшно і больно. Багато таємниць ховає штольня. Но это был первый попсовый суперхит как раз вступления Штольни. Это был реально рингтон, потому что ты мог продавать еще и компаниям как раз свой рингтон. Звонок или уже дальше потом это было на гудках. И тогда нужно было всегда в каждой песне, чтобы у тебя был рингтон. Потому что рингтон, если кто-то ставит его на рингтон, значит песня популярна, это хит. И в этом был феномен нулевых. Только так можно было, потому что организованного бизнеса системного в тот момент не было. Те люди, которые вначале для себя изобрели, как это сделать, это вот в случае с мозгами так, и с Потапом. Он вначале все это придумал для себя, а потом решил это размножить на других. Это получается, причем достаточно стабильно. В нулевых такого не было, но зарождалось. И те люди, которые изобрели для себя вот эти первые правила и превратили вот шоу-бизнес в место, где функционирует уже артист-менеджер, есть уже какой-то порядок. Это не хаос, это уже какие-то первое прочтение того, как должно быть. В чем фишка? В больших странах, в большом шоу-бизнесе это все поток. Технология, поток и определенная такая, знаете, пластмассовость телевидения, она присутствует. Что было у нас? Это как первая любовь. Я лично сама сидела, программа «Шанс» называлась «Зирка за один день». Я говорю, и Кондратюк, и Влад Ряшин, это никто не запомнит. Ребята, мы живем в 21 веке, что вы творите? Должно быть одно слово, которое на русском, на английском, на украинском звучит короткое, крутое. Я считаю, что эти проекты отличало огромное количество силы, энергии, любви и души. Потому что сегодня эти проекты, подобные проекты, уже делаются гораздо более технологично. Есть Библия, есть рецепт, сложили, поехали. А тогда мы выдумывали. Все равно хотелось сделать вот этот такой пафосный, в стразах, весь модный какой-то лейбл, хип-хоп. И мне кажется, получилось. Было модно одевать кепки, носить или быть похожими на нас. Но в это время мне не совсем хорошо платили. И клип, например, «Озеро слез», который мы снимали, я сидел в рейндж-ровере первый раз в жизни своей. И то на съемочной площадке. И мне давали пачки этих денег искусственных, и ты бросаешь их, и сидишь... поешь про стразы, алмаз, это все для тебя. Этого хотели все, ни у кого не было этих денег, все только показывали. У нас был куб с деньгами, в котором мне спорили со мной бизнесмены, которые нас заказали на корпоратив. Они говорят, вот Потап, вот скажи, вот это настоящие деньги у вас в клипе? Я говорю, конечно, настоящие. Они говорят, слышишь, ты мне проиграл полтинник, давай сюда. А после этого, садишься в маршрутку и едешь в метро. И даже когда вышел клип, я вспоминаю такую тему.
узнала меня девочка. И она такая, в смысле, ты же должен на Ранжове ехать. Что ты, блядь, маршрутки? И мне так стыдно было. Мне было приятно, что узнали, но было стыдно за то, что оно не является правдой. То есть все были позерами, получается, по большому счету. Потап ездил на мотороллере, блин. На розовом. Не на тачках. 26, капец. И я тоже. Тогда гегемония этого колхозного R&B была. А мы просто взяли, прикололись над этим. Мы уже стали над стилем. Мы повлияем, мы как бы сделали карикатуру. Как бы это было бы в смешном варианте. И мы начали эти деньги забрасывать лопатой, кубы из них строить, да, делать бассейн из оливье. Ну, то есть все трошня на самом деле. Это был стёб над R&B. Но люди этого не догоняли некоторые. Они как за чистую монету. Боже, королева R&B. Плечи и попа. Я королева R&B и хіп-хопа. Мы смеялись все время, мы прикалывались. Ми не серйозно. Що було на радіо, тобто, що я чула. «Місяць по небу ходить» Могилєвська, Гайтана «Самотня боса». Те, що було і класно звучало, достатньо, кльові пісні, чому ні? І це, звісно, була така от українська музика тих часів. Самотня боса. Я помню, меня впечатлил голос Гайтаны. Я удивился, как можно так круто такую вокальную технику, наверное, приближенную к соулу, внедрить в поп-музыку на украинском языке. То есть и Гайтана, наверное, одна была из первых для меня лично, кто украинский язык показал мне, как можно пропевать и исполнять украинский язык по-другому, чуть более американизированно или там европеизированно. В нулевых появилась Тина Кароль, Света Лобода. В нулевых мы начали делать большие крутые проекты, такие как «Шанс», «Звезда за один день», «Моя фабрика». И уже, получается, в десятых родились такие имена. Вот этими руками были найдены. Это Макс Барских, Дима Монатик, Дантес, Регина Тодоренко, Алиса Тарабарова. В то время был бум женских коллективов, вот этих, как я называю, брачных агентств таких для девушек. Але коли ти пережив це на своїй шкурі, такий досвід, якщо в тебе є сильна матка, ти робиш далі. Якщо ні, то ти виходиш вдало заміж. Взагалі Могилевська суперсильна човіха, але завжди от чимось мені не тим пахло. Тому коли вона зі мною зібралася окремо, і коли вже було треба вирішувати, хто буде в Ріало, вона каже: Аліна, щастя, здоров'я, я вижу в тебе себя, иди гуляй, ты должна петь сама. Какая група? Не твоє. Я дуже рада, що мене так направили туди, відправили і все. Але в той же час я дуже рада, що я мала такий тяжкий досвід там в групі «Гарячий шоколад», попрацювавши там 2 чи 3 місяці, поїхавши в Китай, тупо на заробітки. Был традиционно на тот момент сегмент рынка, если можно так сказать. Это жены, дочери, любовницы олигархов. На сегодняшний день это сегмент украинского шоу-бизнеса почти сведен к нулю, его практически нету. Подруга, скажи, почему печали ты увяжешь слова. Не хочу называть имен, но их было достаточно, таких продюсеров или продюсерских центров, которые говорили: ну окей, принесите мне деньги, и там как бы вы будете звездой. Ну, в крайнем случае нет, потому что если проект получился, то это как бы продюсер молодец, а если проект не получился, то это музыкант виноват. И тут не поспоришь, потому что как-то оно в шоу-бизнесе непрогнозируемо все. И, к сожалению, этих примеров я знал очень много. То есть людей, которые продолжали, скажем, до 2014 года, они все еще продолжали кого-то разводить на деньги. Аферизм такой. Они ушли по бесполезности, потому что поначалу из-за того, что молодой шоу-бизнес, людям казалось, что вау, класс, сейчас мы вложим деньги, раскрутимся. Нет,
Публика не дура. Любовь купить невозможно. Поэтому политики, бизнесмены завидуют артистам. У них есть деньги, но у них нет популярности. Потому что публику невозможно обмануть. У тебя либо есть сердце, либо его нет. У тебя либо есть талант, либо его нет. И вот эта вот заведомо дурная тема. Я продюсер, я вложу силы, энергию в этого артиста, а он, главное, чтобы был покорным. Там выполнял – нифига. Вот так же и продюсерский контракт можно создать только если у тебя на руках классный, талантливый артист. Все. Точка. У нульових те, що ми звикли сьогодні називати поп-індустрією, тільки починало з'являтись. Правил гри не знав ніхто, а тому кожен користувався своєю владою як міг. Ті, хто мали гроші, вкладали їх у те, щоб зробити популярною дружину або доньку. Продюсери активно заробляли гроші, а програмні директори на радіо ставили ту музику, яка подобалась їм самим. По старой школе были определенные принципы, форматы, и, соответственно, в своем творчестве ты не мог быть полностью независим. Вы знаете, ой, ваше вступление 20 секунд, давайте, наверное, сразу к куплетику. Я помню, что в 2007 году я впервые дебютировал на большой сцене. Это был ивент для журнала «Вива», там, где все звезды в Паласе Украина поют под фонограмму, меняясь одним за другим. И вот я вышел с англоязычным таким синглом, абсолютно таким прозападным, не совсем похожим на что-то местное. Вот для себя отмечаю именно этот момент как такой некий надлом, когда все было форматно, и какое-то и звучание, и подача, и, собственно, обрамление контентом, так сказать. Вот если у программного директора был вкус, например, на какую-то музыку определенную, вот ему нравилась рок-музыка, например, и какая бы у тебя ни была крутая песня, он ее не взял бы себе на радиостанцию, если просто она ему лично не нравилась. То есть какой-то один человек мог решать судьбу реально целой группы или какого-то, например, или какой-то творческой единицы, которая может порвать на самом деле весь мир. Это ж не коррупция в прямом виде, да? Это просто дружба, когда вот какой-то программный директор дружит с какими-то артистами и других новых артистов уже и не пускает в эфир, понимаете? В то время у тех, у кого не было связи, не было каких-то продюсерских центров или каких-то вот этих всех моментов, мне кажется, что многие и как-то и не прошли никуда. То есть больше всего дело было в связях, потому что радиостанции и телеканалы диктовали моду. И крутые артисты, которые сейчас могут сделать что-то, выпустить это в интернете и стать популярными. И сколько выходцев из интернета есть. Тогда не было интернета, тогда ты не мог никак это сделать. Поэтому бесила, конечно, очень сильно вот эта вот ситуация в том, что ты когда что-то делаешь, творишь, и просто какой-то дядя тебе говорит, не, ну это такое, типа, это не формат. Я считаю, что мы с Вадимом Лисицей и с моим музыкальным продюсером Олегом Вороновичем в принципе перевернули музыкальную культуру и совершили определенную революцию, потому что здесь было так же, как в России, супер кондовая, совершенно несовременная музыка, радиостанции все были очень ретро, шансон и так далее, и был определенный формат. И форматом считалась определенная попсовая примитивная музыка, такая достаточно, как говорят сейчас, есть попса, а есть колхоз. Невозможно было через это пробиться. Что бы ты ни приносил, музыканты типа Димы Монатика, типа Макса Барских, опять-таки, типа Влада Дарвина, не могли здесь появиться. Какая Джамала? Какая Джамала? Это было невозможно. Случайно так сложилось, что мои же друзья, Влад Ряшин, который делал до этого 5 лет программу «Шанс», Николай Баграев, вот вся эта команда, да, они же и занялись фабрикой. И я очень долго не давала согласия, потому что говорю, Влад, я беременна уже 5 лет, на глазах у людей. Но мы так и ни одну звезду и не родили. Знаешь почему? Потому что они сняли клип вовремя Козловскому, когда я говорила, что надо снять. Потому что они сделали там вот это. Это где наши звезды? Мы все время что-то делаем ради рейтингов телевидения и заработков. А где наши звезды? Где результат нашей работы? Поэтому если результата не будет, я делать ничего не буду. И я добилась, что холдинг Тавр в виде 5 радиостанций, канала М1 и так далее каким-то, я вот не помню, 6 раз в день должны были крутить по нашему договору за то, что получают вот этот материал, показы этого материала и всех внутренностей на канал М1. За это они нам отдавали огромное количество ротаций нашим песням. Такой зеленой улице никогда
Ни до этого, ни после, ни одного из продюсеров не было. А потім якийсь перехід стався. Потім українські співаки почали співати чомусь російською мовою. І це не завжди було класним експериментом. Забагато стало, ніби баланс втратився. Ми будемо жадно свої сльози ковтати, а з ними слова, яких не сказати. Посвящаю тебе свои песни, хотя тебе они не интересны. Я для тебя никогда не воскресну. Я уже не я. Не было такого момента. И вот только Ира, я честно больше не знаю, потому что ВВ пели на украинском, Маричка Бурмака на украинском, я пела всегда и была двуязычная, я пела и на русском, и на украинском. Ани Лорак тоже пела и на русском, и на украинском. Это только Иры Билык касается, если честно. Ира всегда писала на двух языках, всегда говорила на двух языках. И долгие годы огромное количество потрясающих ее русских песен никто не слышал и не видел. Я тогда была, конечно, разочарована. Мне очень нравилось ее украинский репертуар, мне нравилось, что она поет на украинском. Я бы, наверное, на ее месте оставалась в украинском языке. Хотя победители не судят, потому что ее альбом «Любовь, яд» был очень успешный. У нульових епоха гламурного попу почала активно переорієнтовуватись на експорт у Москву. Але попри це в Україні поступово почало формуватись і своє власне ком'юніті зі своїми поп-зірками, яких люблять і чекають вдома. Со временем многие медиа поняли о том, что здесь тоже есть какие-то звезды. И, в принципе, как минимум, с чисто прагматичной точки зрения, наверное, гораздо более выгодно экономически пригласить какую-то, не знаю, там, Тину Кароль или что, да, в какую-то передачу Кати Асачи, не знаю, или кому, в передачу, которая рассказывает о звездах, нежели приглашать какого-то человека из Москвы, которому нужно платить за самолет, за гостиницу, какой-то бытовой райдер обеспечивать. Вот. И фактически вот это тоже повлияло на то, что внимание медиа к местным, к локальным звездам, оно стало выше. А впоследствии, когда стало понятно, что наши звезды, в принципе, уж как минимум не менее интересны, нежели российские, а во многом гораздо интереснее, потому что они живут здесь, они дышат тем же воздухом. Я тільки скажу, що вони закінчилися тим, що коли корабель приходив з Каховки в Київ, то той чувак, що приїхав мене зустрічати, я такого до нього йду, він такий, прийшов, він не пізнав. Не знаю, специфичным говорком что-то передавать свою местную идентичность. Они стали людям гораздо более интересны, и поэтому в какой-то момент количество приглашаемых российских артистов, в первую очередь на телевидении, оно стало минимальным. Кстати, Руслана еще задала очень классную тенденцию в 2000-х годах. Она придумала какой-то свой неповторимый стиль, взяла украинский фольклор, положила на современный бит, придумала эти образы, очень необычные, знаешь, такие с западной Украины, и транслировала на весь мир, и это вызвало большой интерес тогда. Ой, не буду горювати, буду танцювати. Сердючка проявлялась сначала в разговорном жанре и настолько мощно, что Украина просто, как бы для Украины это было событие даже, которое многие не могли даже описать, там, уместить в голове. Данилка настолько тонко чувствовал и определял темы, то есть он попадал в самые больные места, да, где люди ностальгировали, где они плакали, а тут они смеялись, а тут они вспоминали себя там 10 лет назад, 20 лет назад. То есть это было потрясающе. И только, мне кажется, в 2000 году вдруг Андрей сказал, что я чувствую, что я должен петь. Я хочу, чтобы Сердючка запела. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, хорошо. Сердючка не могла выступать на сцене, потому что все время стоял ор в зале. В 2006, 2005, 2006, 2007 году Верка Сердючка была номером 1 артистом на территории всего постсоветского пространства и всех диаспорных рынков. То есть это было настолько мощно, и что это даже ни с кем сравнить нельзя было, просто сравнить даже. Необъяснимый феномен.
У нульових паралельно розвивались дві абсолютно різні історії. Більш форматна, продюсерська, і більш андеграундна, в якій артисти пробували здебільшого самі і намагалися привнести в ефір іншу, неформатну музику. Солдат забытой Богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? В то время как раз бумбоксы тоже становились, кстати говоря, на ноги. Ну, то есть они уже, получается, выпустили свой первый альбом, и мы с ними пересекались на М1. Я еще помню, что я Хлывнюка называл неправильной фамилией Хвыльнюк. И после третьего раза, когда я назвал неправильную фамилию, он просто вышел из кадра и ушел с эфира. И я побежал за ним для того, чтобы извиниться, сказать, что я хреново подготовился, сори, давай еще разок, прости меня, пожалуйста. И он вернулся. Бумбокс тогда покорили, соуловым звучанием, чем-то новым, вот этими скретчами, да, фанковыми битами во многом, там бета-каротин, да, вот это была моя самая любимая песня. Бета-каротин, это... Забудь образы, знову разом, замішані з тобою ми як фанки з джазом. Когда она просто... Когда я ее впервые услышал, у меня перевернулся вообще мир, что так можно, это круто. Потом, естественно, «Пятница». Уже я помню были CDR-ки, потом появились CDR-шки. И у меня был знакомый, приятель из Луцка. Всегда было так много музни. И он говорит, вот эту запиши. И там «Пятница» была. И я помню, я приехал домой, и он говорит, обязательно послушай вот этот альбом. Ты кидал, У той час, коли голосно гриміли своїми хітами «Харківська п'ятниця» і «Київський бумбокс», з'явився інший неформатний поп-гурт, що в рекордні терміни став надпопулярним. Кстати, крутой проект «Родил шанс» еще. Я все время об этом забываю. Я устал. Quest Pistols, конечно. Юра Бардаш, он был у нас балетом. Пошутили на 1 апреля. Реально была шутка. А ну-ка, давайте балет Димы Калиденко и балет Бардаша Юры сделают какую-то песню. В итоге это стало хитом. И они стали звездами. Шанс очень сильно нас качнул. Кондратюк шикарный продюсер, просто крутейший мужик, который тогда поверил в нас. Вот это супер продюсер. Я ему приношу трек и говорю, слушай, уже все, короче, мы уже натанцевались, я хочу, чтобы квесты пели. А он говорит, ну давай послушаем твой трек. Я ставлю, я устал. Он такой слушает. Я прям помню этот момент, он в очках, он же там химик, физик, кто он там по образованию. И он такой, хорошо. Я устал, хочу любви, да так, чтоб навек, а ты паришь секс. Я устал, иду на дно. Вообще Юра Бардаш один из самых честных моих партнеров. Он просто однажды пришел и сказал, Наташа, я хочу стать продюсером. Когда, что бы я ни делал, твою фамилию все равно будут всегда писать впереди. То есть продюсер группы группы Quest Pistols Наталья Могилевская и Юра Бардаш. А мне важно, чтобы все знали, что это Юра Бардаш. Поэтому говорит, на тебе последние 3 копейки, которые мы заработали. Я пошел. Я хочу быть сам продюсером. Это было очень по-мужски и очень круто. Это проект, который существовал 13 лет. И все 13 лет это был доход каждый месяц от этого проекта. Интерес к Quest Pistols всегда был. Есть армия понимающих именно Quest Pistols как уникальное какое-то явление. Вот. Это тот случай, когда, я помню, MTV в Украине, конкурс на лучшую группу. Кто участвует там? Sky, Друга река, Aesthetic Education, Boombox, Quest Pistols. Единственная группа, не инструментальная, под фанеру. Ну, короче, происходит все. Первое место, угадайте, кто? Quest Pistols. Просто такое, ну вот, ты спрашиваешь, какое время было, типа, шоу-бизнеса. Вот такое было время. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь.
Кусты тоже классно вошли в эфир, в пространство и начали двигать какую-то свою фриковую историю с классной, качественной поп-музыкой, свободой, харизмой и таким похуизмом в правильном градусе, который очень завораживал. И вот после этого я понял, что мне нравится вот этот тон и поведение, которое они себе выбрали. Потому что им было абсолютно плевать, мне так это вставило. Потому что они пришли на канал, им было вообще срать на все. Я думал, вау, вот это крутые, вот это дебошири. Тривалий час популярна музика розвивалась у тісних рамках, які задавали музичні телеканали та програмні директори на радіо. Втім, потроху нова музика все ж таки просочувалась в ефіри. Мені багато хто казав про те, що Сусан, ти можеш хоч радіо послухати хоч раз? Що ти пишеш? Для мене це було завжди, знаєш, отак якось принципово робити музику, яку я люблю, яку би я сама слухала. У 2011-му виходить мій перший альбом, який начебто мав би бути поп, але він називається For Every Heart. Він має тільки англомовні пісні. Дуже багато вийшло преси, що така от Джамала, це звучить як Motown Records, це наша Емі Вайнхаус, це Даффі. І звісно, я надихалась. Тобто музика соул, яка мені була притаманна, 60-ті, 70-ті, нові біти. І ми зробили цей альбом з дуже крутим саунд-продюсером Євгенієм Філатовим. Ми просто занурились в те, щоб зробити справжній український соул. Тільки зараз я розумію, що була одна малесенька помилка – англійська мова. Ми думали, що це має знати кожен. Я навіть така трохи крейзі кажу, знаєте, що треба зробити на першому концерті? Треба покласти слова на стільці, і всі будуть співати. What is love you've never been told? What is love my problem to solve? I'm searching for love, won't you stop? For every love there is a heart. І такі, вони дивляться на мене, і такі, і маленьке звірятко завертається все у фольгу. Потому что если мы дадим очень много музыки, которая является музыкой будущего, но не сегодняшнего дня, которая непонятна сегодняшним людям, то, разумеется, мы свои рейтинги быстро обрушим. Хотя выполним красивую социальную миссию. Но очень коротко это будем делать. Вот. Моя стратегия другая. Мы перекрываем эту калиточку, чтобы потоки новой музыки, они до людей как-то доходили. Я считаю, что именно подобная стратегия, она отличает украинский рынок от российского. Наша задача, моя задача, часть как руководителя этой структуры, которая занимается музыкой непосредственно, моя задача пытаться понять и определить, какой из сегодняшних инди будет на завтрашний мейнстрим. Я не смотрю телевизор порядка 10 лет, и я думала, что остальной весь мир, он такой же, как и я, но на самом деле нет. Очень большое количество людей все так же следят за шоу «Голос», там, где перепеваются из года в год все одни и те же песни. Эми Вайнхаус, мне кажется, в гробу просто переворачивается от песни «Рехаб» и «Back to Black». Они используют именно то, что 100% сработает. И поэтому на М1 крутят Артура Пирожкова, поэтому на М1 крутят Светлану Лободу. Когда я работала в 2014 году в ресторане певицей и по совместительству на караоке девочкой на побегушках, приходили молодые парни и девчонки, которые пели «Кольщик, наколи мне купола» и песни Михаила Круга, Шафутинского и всякие «Гуляй, шальная императрица». Любое застолье, да, какие бы модные треки ты ни ставил в начале, после бутылки двух идет один и тот же плейлист, знакомый всем нам еще с 90-х годов.
И мне всегда казалось, типа, почему это так влияет на людей, да, вот этот взрыв эмоций, вот этот праздник, вот эта наивность в текстах, да, вот этот мелодизм. И я просто себе, как там, не знаю, творческой единицы, поставил цель и решил попробовать вернуть вот этот звук, вернуть вот это ощущение и воспоминания, и ностальгию, но облачить в более современный саунд, который там, в принципе, могут прочувствовать и современное поколение. Ну и так и возник этот стиль. Знаешь, мне наплевать, где ты, с кем ты сегодня меня потеряла. Я растворяюсь в толпе, заливаю печаль. Самая любимая музыка здесь играет. So would you fly for me? Це моє місто. И на любимое мое, твое и Вокруг тебя весь мир кружит. В голове мои туманы. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем. поплакала и снова фиалка расцвела. Рыбка, 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 мой рыбка за склом. Рыбка за склом. Ера влади програмних директорів закінчилась разом із розвитком інтернету. Наступні 10 років в історії української поп-музики показали, на що здатна музика без продюсерів, лейблів, ТБ та радіо, якщо просто є інтернет. Это очень большой импульс для всех там, молодых артистов, да, очень большой импульс веры дал Иван Дорн. 100% это большая его заслуга. По-моему, так назывался альбом «Кондорн». Такой был вот какой-то последний момент, когда ты понимаешь, что да, музыка в Украине просто потрясающая. Хочется быть частью этого всего. Да. Я помню, кстати, у нас была первая моя встреча личная с Ваней. Вот мы там где-то ужинали, общались о музыке. И вот Ваня пришел, а у меня уже тогда была песня «Прости». Да. И я говорю: Ваня, послушай, у меня есть классная песня, называется «Прости», она в стиле хаус. И он послушал, я так не забуду его слова, он слушал, качал, такая тревога, слушает твою песню, такой сидишь там, интересно, как он на это отреагирует. И он сказал: нет, чувак, это не хаус, это нью-диско. Я такой: оу, мне еще очень много предстоит узнать о музыке. Дорн меня качнул очень сильно. Очень сильно, когда он амфетаминами сделал вот этот трек. Я тогда очень сильно прозрел с этого. Потому что это было очень смело, этого никто не делал у нас так. Он там что-то выкрутил руки кому-то, чтобы включили этот трек, именно этот. И вот у него такой перформанс был. Вот это вот было тогда хорошо. Мне кажется, что в тот момент был определенный алгоритм взаимодействия артистов с продюсерами, которые, собственно, натолкали своих подопечных. Будь то Катапульт Мьюзик и Паранормальных, Дима Климашенко и Горячий шоколад, Таврийские игры со своими артистами, да, Тавр Медиа, Юра Никитин. Бардыш, соответственно, с квестами. Но, собственно, просматривался такая взаимосвязь. Есть продюсер, есть артист. Я же был, получается, одним из первых таких видных артистов, который, получается, вышел в свет без помощи продюсера. Плюс интернет давал возможность уже распространять музыку намного шире. Тогда еще, допустим, была сила у лейблов, то есть все еще как бы подсознательно где-то стремились, у тебя должен быть продюсер, у тебя должен быть лейбл. Мне кажется, это вот изменилось после того, как Дорн объявил, что он сам, и остальные ребята поверили тоже в себя. Вот. А до этого где-то все хотели бросить якорь. Вот. А мы решили, что мы будем от всех независимы, будем сами делать. Мене у небо відпустили, і я літала як могла. Я понял, что нужно дальше нести эту философию. Философию свободы, независимости от продюсеров, вне форматов.
И моя идеология, собственно, и заключалась в том, чтобы дальше это нести и говорить людям и тем артистам, которые хотят быть услышанными, чтобы они не парились по поводу отсутствия продюсера и по поводу того, что их музыку могут не воспринять те или иные люди. Свобода пришла, можем творить по-другому. Но я лично этому пример. Вот, собственно, так я оцениваю всю эту историю. И весь этот поворотний, скажімо, момент в сюжеті. В принципі, кожна людина, яка хоче займатися музикою, може продвинути сама себе. Те, що я роблю зараз, це крила, це свобода, це я можу зараз так говорити і можу бути собою, і мене ще й знімають. Я не викупаю. Всі тренди підуть на спад колись, рано чи пізно. Тому йти за трендами дуже не классно. Если раньше был там один источник, да, информации, и люди влюблялись в образ, люди делали артистов кумирами. Сейчас же стираются вот эти грани восприятия артиста как кумира до просто обычного человека, который такой же, как и ты, но который чувствует музыкально. То есть вот это начало потихоньку отходить и заканчиваться, и в первую очередь молодые, амбициозные исполнители начали демонстрировать нам все многообразие музикальних горизонтів, музикальної природи, музики. Був такий оп, і всі з'явились. З'явилось дуже багато іншої музики. З'явилось, до речі, в той самий час і Анука. Даха Браха більше стала гучнішою. З'явилося дуже багато якихось інді-проєктів. Один в каное, Вів'ян Морт. Вау! Тобто, от це почався рух. Є речі справді дуже сильні. Тернопільська група Тік-Ту, Один в каное, чи там Вів'ян Морт. Не мій абсолютно жанр, але абсолютно щиро і, я б сказав, дуже своєрідно, в правильному сенсі своєрідно з'явилася Альона. Латекс Фауна. Про всю фабрику Троїцького, як я називаю, там зрозуміло. І там їх всіх можна називати і Dark Daughters, і Даха Браха, і те ж це що. Зараз факт є фактом. Україна поступово стає країною першого ешелону з точки зору якості і змісту культурного продукту. За останні 10 років в Україні з'явилося все більше артистів, які здобули широку популярність без продюсера, створюючи при цьому музику, яку зовсім нещодавно вважали занадто складною для мас. Это сегодня сложно представить о том, что Монатик когда-то был артистом, в которого не верили радиостанции. Но это было не так давно, на самом деле. Это было еще в году в 2010, да, в 2011. Я помню прекрасно, когда мне приносили эти песни. Это слушалось как инди. И я думаю, что если бы мы тогда не открывали вот эту калитку для каких-то не совсем не мейнстримовых исполнителей тогда, то они бы не смогли стать мейнстримом сегодняшнего дня. Мне нравится Дима 100%, но я-то знаю, немножко больше. Я слышал те песни, которые у него были такие эстетские, немножко там «Проститутка» была песня, еще какая-то. Я ему позвонил, говорю: чувак, у тебя такие песни, приходи. Он приходит ко мне в гости, мы с ним знакомимся, очень приятный тип, Монатик Дима. Я ему говорю: давай в Quest Pistols. Ты супер молодец. Он говорит: да нет, чувак, я в Quest Pistols не это, я сам, и все такое. Монатик — это сбор всего, что нам нравилось. Он красивый голос у него, и он это все музыкально нам подал, все эти артисты, которых мы слушали, он это музыкально сложил и дал нам этот экстракт. Хочешь услышать то, что звучит так, как продукт, которым мы раньше восторгались, да, слушая от мировых саунд-продюсеров, когда ты начинаешь копать в звуке, копать в железе, да, во всем вот этом, и привносить что-то не только, да, в хитовый припев или интересный текст, или пускай это будет самый простой текст, но тот, который нравится, но саунд. Началась
борьба саундов. С точки зрения свободного артиста, независимого от продюсера, ну, Анука, наверное. Джамала тоже же появилась, она, собственно, без продюсера была. Ну, собственно, Дима Монатик. Антитела, кстати говоря, освободившись от Катапульт Мьюзик тоже. Хардкис. Да все, наверное, видные артисты нынче. Это все артисты, которые как бы без продюсера. Ну, как бы, если не говорить о там каске или тех, за кем все-таки стоит какой-то мастодонт шоу-бизнеса. То есть теперь и так, и так. Теперь есть два формата. Можно и так, и сяк. Словосочетание «продюсерский проект», вот у нас его как-то неправильно интерпретируют. Что значит продюсерский проект? То есть победа олимпийского чемпиона на Олимпиаде – это тренерский проект. У нас почему-то многие музыканты известные всегда стараются как бы избежать словосочетания там продюсерское участие или что-то подобное. А у нас как будто об этом, да, если вот говорят продюсер, то сразу как будто что-то такое, фальшь какая-то за этим, как будто он так все сделал, всю работу, а больше там артист из себя ничего не представляет. Это ведь неправда. То есть невозможно из обезьяны сделать звезду, понимаете? Звезду можно сделать только из потенциальной звезды. То есть если в ней это есть, можно помочь ей открыться, да? А если этого в ней нет, то что-то там не делай, ничего не получится. Мне кажется, что следующий шаг, и это логичный шаг, это когда украинское творчество, когда творчество и музыка, в первую очередь, которая родилась здесь, должна выйти за пределы Украины и даже не в сторону СНГ, как это было много раз. И тот же Океан Эльзы, и ВВ, и Бумбокс, то есть рок уже выходил туда, и Сердючка, масса, Ани Лорак, Лобода, Барских, то есть, да, а в другую сторону. В сторону Восточной Европы, Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. И это понимание окончательно ко мне пришло, когда песня «Плакала», собственно, на украинском языке более чем в 12 странах стала номером 1 треком. И когда она попала в категорию поп-музыки в глобальном шазаме на 3 место. Мы говорим «феноменальный проект», то, это, наверное, какая-то вот такая большой некий, наверное, шлейф такой, или сияние, которое идет прямо от артиста. Феноменальное для меня это грибы. Вот грибы это феноменально, потому что это музло, сделанное вот в такой маленькой комнатке, вот, и которое стрельнуло, вот прям стрельнуло. Голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. У этого не было какого-то буста где-то изнутри. То есть это вот тот случай, когда между нами тает лед, вообще закрыл все вопросы. Юра Бардаш танцевал, я читал рэп, мы начинали, Монатик у кого-то там танцевал. Все это поколение, которое училось и готово было ворваться в любой момент, только дай им почву. Как бактерии. Вот будет сыро, они начнут развиваться. Вот было сыро тогда. И как бактерии ворвались голодные, и желающие, креативные, суперталантливые люди, которые посоздавали эти проекты. Хардкис еще на английском языке. Каким образом это все горку стало популярным? Только у нас может быть такое, понимаете? И у нас развивается музыка, потому что маленький круг очень. Если разделить современную поп-музыку, попсу, грубо говоря, да, и тоже можно там фрагментировать на несколько разных частей. Можно выделить там, условно, там pure pop, да, чистый поп. Можно выделить какой-то там поп-рок. То есть это не рок, то есть это поп-музыка, в которой более сильны какие-то там роковые элементы, да, там и так далее. Поп-дэнс, поп-R&B. Можно огромное количество разложить. Чистый поп теряет свою привлекательность для широкой аудитории. В Америке это прошло лет 20 назад, но этому очень сильно поспособствовала политика тогдашнего MTV,
которая сознательно этот pure поп исключала из своих плейлистов, а наводняла плейлисты альтернативной больше музыки. И, соответственно, как следствие этих вещей, мы можем видеть о том, что уже такие артисты, как там, не знаю, там Ани Лорак, уже не имеют поддержки даже среди аудитории, которая там до 40 лет. Если ты сравниваешь хиты западные, нишевые, вот такое соул, там, фанк и так далее, и поп-музыка, они кардинально отличаются. И выстреливает больше и набирает по статистике все равно вот эта поп-музыка. До какого-то момента я этим очень увлекался, пытался тоже понять, как работает поп-музыка именно структурно. Сделал даже пару треков, и эти треки самые известные у меня, то есть это все дело работает, но в какой-то момент мне стало скучно. Ну, типа, зачем жить по каким-то правилам, это не самоцель самореализации. Я могу в чому-то другому просто заработать, а делать то, що мені подобається. Приблизно 10 років тому почали з'являтися гурти, які не крутили по радіо і не показували по телебаченню. Втім, побачити напис «Повний солдаут» на їхні концерти можна було вже за кілька годин від початку продажу квитків. Так, інді-гурт зі Львова «Один в каное» став справжнім інтернет-феноменом. Їхні пісні потрапили в телевізор раніше, ніж вони самі. Адже на кожному відборі до талант-шоу їх співали учасники. Справа в тому, трохи постою. Знаете, есть огромное количество факторов, которые повлияли на то, что в 2010-е годы украинская музыка самых разных жанров, она переживала настоящий ренессанс. Когда к 2014 году мы говорили с вами, вот этот информационный заслон с Россией полностью встал на свое место, вот это интернет-сегментирование, оно вкусовое, оно помогло стрельнуть не только украинским поп-артистам, ориентированным на массовую аудиторию, но это позволило также выстрелить для многих инди-коллективов, инди-музыки, которая рассчитывает не на стадионы и на массовые какие-то массовую аудиторию, а на маленькой аудитории, группа, которая собирает максимум клуб «Атлас» или что-то вот такое. Вот. И у этих групп тоже был ренессанс. З приходом нової хвилі поп-музики українські радіостанції, на відміну від телеканалів, не стали триматися безпечної лінії з перевіреними артистами, а почали частіше крутити молодих музикантів і допомагати просувати їхню музику в маси. Свої зміни в музичний простір також внесло введення квот на україномовний матеріал, завдяки чому в популярній музиці з'явилося багато зовсім нових імен. До 2014 року все розвивалося, як розвивалося, більш хаотично. Просто всі робили, що заманеться, і дивилися, що буде. А після 2014-го, зокрема після введення квот, життя багатьох музикантів, думаю, змінилося, тому що, як мінімум, до того в них були російськомовні пісні, і багато хто почав старатися писати українською, і відчули, що хочуть тепер приймати в цьому всьому мурашки тепер приймати участь і бути частиною нової ідеології. Я, коли вони вводились, написав статтю в журнал «Нове время», в якому я казав, що треба дуже виважено підходити до квот, тому що може статися так, що будь-якої якості український продукт будуть стояти на радіо чи умовно в телебаченні і так далі, і він буде програвати реальну конкуренцію слухачів-глядачів, і буде певне відторгнення. Я мав приблизно таку саму позицію. Але хочу відверто сказати зараз, пройшло декілька років, і я думаю, що я був неправий. Тому що така кількість нової української музики, яка з'явилася за декілька останніх років, чи зв'язано це з квотами, чи ні, я не знаю. Але факт залишається фактом. Мейнстрім або поп-культура завжди діє по одному і тому самому принципу в всьому світі. З'являється дуже багато низькопробного, умовно кажучи, 100 посередніх продуктів. На 100 посередніх з'являється 10 гарних і 1 геніальний. А кількість переростає в якість за Гегелем. Інакше воно не буває. Якщо ви не будете творити десятки ширпотребних речей, ви не зможете дойти до вибору чогось справді великого.
За останні роки з'явилось багато нової, оригінальної і дуже різнопланової української музики. Стилі почали змішуватись між собою. Страшне слово з минулого «неформат» уже нікого не лякає, а у різної музики є своя аудиторія. На сцені таких фестивалів, як Atlas Weekend, Ю-Парк, Республіка, Захід, Файне місто, Імпульс Фест та інших, спокійно співіснують артисти кардинально різних жанрів, адже їхня музика популярна. Артисти, які починали свій шлях 20 років тому, нині очолюють музичні лейбли, займаються продюсуванням і сонграйтингом. Так, на рахунку Потапа сьогодні тисячі пісень, серед яких міжнародні хіти і народні пісні. А артистів його продюсерського центру знає практично вся країна. Музичні фестивалі та шоу також здійснили квантовий стрибок. Завдяки підтримці великих брендів музичні події в Україні збирають сьогодні понад 500 тисяч глядачів. А перше стадіонне шоу українського поп-артиста Монатіка зібрало на Олімпійському 60 тисяч глядачів і задало своїм масштабом високу планку всій українській поп-індустрії. З появою нової української музики змінився і весь медійний простір. Зірок колишньої естради на екранах телевізорів замінили Юля Саніна, Аліна Паш та Альона. Ера однакових співачок у купальниках залишилась далеко позаду, а українські музикантки почали дивувати аудиторію все сміливішою подачею образів і музичного матеріалу. А дехто взагалі зазначає, що українська поп-індустрія останніх років переживає епоху справжнього музичного матріархату. Так, звільнившись від дуетів і колаборацій у складі колективів, розпочали свою сольну діяльність Онука, НК, Аліна Паш, Таяна, Дорофєєва та багато інших артисток, завдяки яким українська сцена стала ще харизматичнішою, концептуальнішою і сміливішою. Произошел какой-то бум, переворот определенный, и украинская музыкальная индустрия, она стала чуть больше даже экспериментальной. То есть, куда ни посмотри, украинские артисты сегодня там успешнее всего, да. И мы как-то более открыты к экспериментам. Плюс ты воспитываешься на каких-то вещах, знаешь, которые, ну, на классных музыкантах, там, да, на талантливых артистах. И так или иначе, все, что тебе нравится вокруг, оно складывается в твою голову даже на подсознательном уровне. И потом ты уже насмотревшись, наслушавшись всего, что происходит вокруг, генерируешь сам свой продукт, да, свою музыку. То есть это такая, знаете, кузница для рождения талантливых людей. Те, кто работают сугубо на украинский рынок, эти люди, они, знаешь, очень трудно их мотивировать большими деньгами. То есть, ну, просто честно. Я буду делать, что я хочу, потому что я, в принципе, живу в стране, в которой я хочу. Нет тех объемов финансовых, за которые можно купить или подчинить технологии. Соответственно, есть определенная свобода. Очень мелодичный, красивый язык. И так сложилось, что здесь более сердечно. Вот не могу объяснить. Вот какое-то гостеприимство, тепло, вот эта вот радость такая, да. Это лучшая атмосфера для творчества. Потому что творчество – это состояние ребенка. Украина этим славится. Congratulations, Ukraine! За час незалежності наша поп-сцена сягнула стратосфери. Хіти, які народжуються у нас, качають усі країни Східної Європи, а артисти та гурти збирають повні зали не лише в Україні, а й за кордоном. Причини, чому так сталося, починаються ще задовго до 1991 року. По-перше, це сильна музична спадщина минулих поколінь. А по-друге, вільний, нічим не обмежений простір для творчості і експериментів, що утворився в результаті отримання незалежності. Відсутність старої школи і будь-яких правил, вплив інтернету та сміливість творчого самовираження в результаті народили велику кількість унікальних артистів, які сьогодні є обличчям сучасної України. Есть такие люди, волшебные люди, цветы, которых надо беречь, холить, лелеять, помогать им. Вот это придут такое новое поколение.
Кто будет все равно, что мы тут анализируем, они просто будут писать песни, и они просто будут нравиться. Вот и все. Як казав Джармуш в своєму культовому фільмі, виживуть тільки коханці. Ті, хто закохані в музику, вони виживуть. Украинский самый прекрасный язык, ну, музыкальный, и спевучая нация. Это факт, это не обсуждается. Здесь таланты гениальнейшие. Вот этот замес такой, знаешь, творческий, культурный, да. Наши люди не осознают до конца потенциал вообще, который есть, вот земля, на которой мы живем. Это просто супер. Волшебное. Ми живемо в час, коли на наших очах твориться історія, і з'являється зовсім нова країна. Країна, де на велику сцену виходять із бандурою і флоярою, де під прапорами повної свободи проходять багатотисячні рейви, а на міських афішах можна кожного дня знайти стендап-комедію. У цій країні режисери привозять додому нагороди з кінофестивалів, а меню ресторанів можуть запропонувати десятки варіантів борщу і том-яму. Тут знімаються кліпи для світових зірок з усіх континентів і створюється одяг, який потім носять модники з Нью-Йорка і Гонконга. На цих вулицях живуть художники, роботи яких прикрашають стіни від Ванкувера до Сіднея, і тренуються бібої, які виграють міжнародні чемпіонати, піднімаючи вгору український прапор. Тут пишуться пісні, які завойовують цілий світ, заповнюють ефіри всіх радіостанцій і роблять так, що сьогодні ми з гордістю кажемо «Я з України». Сьогодні у нас є можливість озирнутися назад і усвідомити, що ми живемо в країні з унікальною, глибокою культурою. І разом з тим у країні з неймовірними людьми, які попри всі випробування, просто зараз творять нову історію. І доки тут є ці люди, цей спалах триватиме.